Привет, дорогие бенедиктовцы! Сегодняшний урок, как вы поняли, посвящен гаммам. Если построить звукоряд в определенной последовательности от какого-то звука и закончить одноименным звуком, то это и будет называться гаммой. Причем каждый звук в этом звукоряде будет называться ступенью. Первая ступень этого звукоряда называется тоникой. И именно от названия этой тоники происходит название гаммы. Например, мажорная гамма от звука до будет называться до мажор. Минорная гамма от звука ля будет называться ля минор. Если с мажором все понятно, то миноров бывает целых 3 вида. Натуральный, мелодический и гармонический. Кто знаком с сольфеджио, помнит, что мажор строится по такой схеме. Тон-тон, полутон, тон-тон-тон, полутон. Натуральный минор, в свою очередь, имеет такое строение. Тон-полутон, тон-тон, полутон, тон-тон. В мелодическом миноре строение гаммы выглядит так. Тон-полутон, тон-тон, тон-тон, полутон. И, наконец, гармонический минор строится тон-полутон, тон-тон, полутон, полтора тона, полутон. Существует еще хроматическая гамма, которую мы играем по полутонам. Для чего нужны гаммы, особенно начинающему гитаристу? Итак, работа над гаммами решает целый комплекс задач. Первое. Для отработки постановки левой руки. Второе. Для синхронизации левой и правой руки. Третье. С помощью гамм мы отлично отрабатываем перемещение левой руки по грифу. Четвертое. Отрабатываем аппликатуру, правильную постановку пальцев в определенной тональности, что в дальнейшем помогает при импровизации. Пятое. Естественно, учит владеть инструментом в определенных тональностях. Шестое. Мы с помощью гамм учим расположение нот на грифе. Смотрите отдельный урок номер 5 для начинающих по расположению нот на грифе. Седьмое. С помощью гамм мы отрабатываем чувство ритма. Восьмое. С помощью гамм мы отшлифовываем динамический рисунок в музыке. 9. Развивает мелкую моторику. 10. Чувство ритма. Гаммы в обязательном порядке необходимо отрабатывать под метроном. И давайте сегодня разберем общий принцип отработки гамм. На примере ре мажора посмотрим, как же происходит этот процесс. Сыграем гамму, затем сыграем гамму дуолями, триолями и квартолями. Как играются дуоли? В дуолях мы выделяем сильную первую долю. В триолях мы уже играем по 3 ноты, акцентируя первую. И квартоли 4 ноты, акцентируем тоже первую сильную долю. И высший пилотаж, когда вы играете гамму, дуоли, триоли и квартоли без пауз. На первом году обучения рекомендуется играть гамму в 1 октаву. Потом, чем техничнее вы становитесь, играйте гаммы в 2-3 октавы по всему грифу. И вот сейчас непосредственно упражнение, которое вы можете играть вместе со мной. Ставим метроном на темп 60 ударов в минуту. Сыграем гамму. После этого сразу без паузы играем дуоли. Без паузы играем триоли. И без паузы играем квартоли. Естественно, после каждого раза, когда у вас получилось все 4 подряд сыграть без пауз,
Ускоряем темп, ставим 70 ударов в минуту, получилось 80 ударов в минуту, и так до максимума, сколько у вас получается всунуть квартолей в один удар. До тех пор, пока не пойдет дымок с вашего грифа или из пальцев. И вот когда вы уже поднаторели уже дуоли, триоли, квартоли, можете квинтолями играть, уже по 5 нот соло. Можете играть по 2 одинаковые ноты. По 3 ноты. Обращайте внимание обязательно на правую руку. Мы играем пальцами и М, особенно при переходе на следующую струну. Начинающие любят играть одним и тем же пальцем. Обязательно следим. И, М, И, М, И, М, И, М, И, М, И, М, И. Или И, М, А. А, М, И. В любых комбинациях все пойдет на пользу техники вашей игры. Специально для удобства начинающих музыкантов все 24 гаммы вынесены в отдельный плейлист, где вы найдете табулатуру, ноты и сможете сыграть эту гамму вместе с Бенедиктом. Осваивайте этот несложный, довольно затруднительный для начинающих элемент как гамма. Подписюнькивайтесь на канал, ставьте нравку и будете играть как Бенедикт. Стой, не выключай! Играй как Бенедикт, носи усы как Бенедикт. Ставь лайк, подпишись на канал.